Доброе утро, Стоп Гейм! Вы смотрите InFact? Студия Archetype Entertainment впервые продемонстрировала геймплей научно-фантастического ролевого экшена Exodus. События игры разворачиваются в далеком будущем. Люди научились прокачивать свой геном и отправились осваивать скопление Центавра. Они прокачали себя настолько, что вывели новую расу так называемых небожителей. Однако последний корабль с погибшей Земли, на который сели обычные людишки без ГМО, прилетели к Центавре только к 42-му тысячелетию. Технологии у них отсталые, а выживать как-то надо, поэтому они снаряжают отважных странников, которые исследуют миры в поисках знаний тех самых небожителей. Вот за такого паренька мы и будем играть. Исследование космоса в Exodus ограничено теорией относительности Эйнштейна. Полеты на далекие расстояния не всегда возможны из-за границы во времени. Для протагониста миссия может занять несколько дней, в то время как на покинутой им планете пройдут годы или даже десятилетия. Благодаря этому разработчики обещают представить долгоиграющие последствия принятых решений. К слову о создателях. Над проектом работают ветераны BioWare, в том числе творческий директор Джеймс Оллен и Дрю Карпишин, который писал сюжеты для KOTOR и первых двух Mass Effect. Когда они явят миру Exodus, все еще неизвестно. Серия инди-хорроров Bendy пополнится еще одной игрой – Bendy Lone Wolf. Нас снова отправят в жуткую анимационную студию. Играть мы будем за Волка Бориса, которому предстоит исследовать зловещее здание, искать припасы, оружие и ответы на вопросы. Противостоят ему мультипликационные чудовища, от которых можно отбиваться кулаками и ловушками, но, коль встретишь чернильного демона, тут остается только когти рвать. Bendy Lone Wolf выйдет когда-то в 2025 году на всех актуальных платформах, включая мобилочки. Разработчики новой части Ведьмака поделились парой занимательных подробностей касательно проекта. Четвертая часть совсем недавно перешла к полноценному производству. Сейчас над игрой трудится более 400 человек, среди которых есть и те, кто приложил руку еще к самой первой части серии. Вместе с Цири мы посетим новые регионы Неверленда, так называется мир Ведьмака. По масштабам Ведьмак 4 останется примерно таким же, какой была тройка, вот только неясно, идет ли речь только о базовой игре, или же с учетом дополнений. Также авторы затронули тему сериала. Так вот, на нетфликсовского Ведьмака разработчики не оглядываются, а опираются только лишь на собственные идеи и, конечно, книги Сапковского, что очень радует. Когда и на чем ждать The Witcher 4, не сообщается. Человек-инсайдер Том Хендерсон продолжает пристально наблюдать за Ubisoft, сидя напротив в кустах с биноклем. Так вот, на этот раз пташки нашептали ему, что юбики творят в данный момент сразу две новые Far Cry. Собственно, седьмую часть и некий экстракшн-шутер. Из-за трудностей в разработке релиз обеих игр сдвинули с 2025 на 2026 год. Авторы намерены отойти от классической формулы Far Cry. В седьмой части мы будем спасать семью из лап тайной секты, которая проводит галлюциногенные эксперименты над детьми и животными. При этом на все про все нам отводится 24 часа реального неигрового времени. Новые проекты будут отличаться от старых не только в плане геймплея, но и вшитых в них систем. Команда уже перелопатила механики передвижения, добавив тактический спринт, скольжение, прыжки через препятствия и так далее. Изначально и семерка, и экстракшн-шутер по Far Cry были частями одного проекта, поэтому в чем-то они будут похожи друг на друга. В экстракшене мы отправимся на Аляску, чтобы сражаться с другими игроками, с животными и выживать в суровых погодных условиях. Если насчет седьмой Far Cry команда сохраняет оптимизм, то вот Extraction спин-офф кажется затеей сомнительной, особенно на фоне провала X-Defiant и прочих косяках компании, а Иву Геймо, призывающему верить в светлое будущее Ubisoft, верить уже практически нереально. Сетевой боевик Marvel Rivals, в отличие от почившей Concord, таки сумел завоевать внимание пользователей. Всего за 3 дня после релиза игру опробовало 10 миллионов игроков, а теперь, спустя 2 недели, аудитория выросла до 20 миллионов. Онлайн стабильно держится выше 400 тысяч душ, а пользовательский рейтинг составляет 80%. Тем не менее, не всем по душе взгляды авторов на то, какой должна быть игра. Уже на моменте запуска игроки разделились. Одни
Одним нравится свобода выбора героев, другие не могут мириться с тем, что эта свобода приводит к дисбалансу в матчах, так как большинство берет сильных танков и почти никто бойцов поддержки. При этом сами разработчики в курсе ситуации, но ничего менять не собираются. Они говорят, наша цель дать геймерам широкие возможности для построения разнообразных команд и позволить им играть любимыми супергероями Marvel, а не ограничивать их выбором роли. Сейчас в планах у команды введение кроссплатформенного прогресса, а то кроссплей как бы есть, а вот перенести плоды своих трудов на другую платформу пока нельзя. А уже в эту пятницу в игре стартует новогодний ивент. Он принесет с собой особый режим, в котором игрокам предстоит играть за акулу Джеффа, носиться по арене и разбрасывать краску, как в Splatoon. И также своих конкурентов можно будет устранять. Чья команда обмажет локацию больше, та и победит. Зимний ивент стартует 20 декабря в 10:00 по Москве. Сыграть в Marvel Rivals можно бесплатно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Borderlands 3 была полна низкосортными юморесками в духе жопно-сортирного юмора. Многим это не понравилось, а Gearbox приняла это к сведению и заявила, что в 4-й части юмор, так сказать, починят. Для этого студия сколлабилась с одними из самых забавных сценаристов, правда, с кем конкретно студия не говорит. При этом опубликованные материалы по 4-й части скорее нагоняют мрачнухи, а не чего-то забавного. Borderlands 4 увидит свет в 2025 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. А на этом все. Больше новостей читайте на сайте stopgame.ru, а заодно обратите внимание на свежую статью Кирилла Волошина, посвященную серии Legacy of Kain. Приятного аппетита, хорошего дня!